Я совсем ушел в край. Теперь теории пойдут не только по день R, но и по мини DayZ. Ну, возможно, у меня открылся синдром глубинного смысла, и теперь я ищу смысл везде, где его нету. Особенно в сырой локации, в сырой игре. Приступим. Руины Чаек – это локация, которая открывается на первом же уровне вышки. На месте деревушки Чайки остались мрачные обгоревшие руины. Кто знает, что здесь произошло. А ведь и вправду, почему же данная деревушка лежит в руинах, и кто за это ответственен? Мне это стало поистину интересно, и я построил по этому поводу теорию. Игровую ценность данной локации я разбирал в своем прошлом видеоролике на тему мини DayZ. Первое, что мы видим на данной локации, это дорога, которая находится в паршивом состоянии. Ну, можно сказать, типичная дорога в СНГ, но в других локациях дорога более-менее пригодная. Я сделал вывод, что деревушка находится посреди болота. Но я так предположил не только из-за плохой дороги, но также на данной локации присутствует травяной покров, у которого ярко выраженный болотный оттенок. Также это можно заметить и по деревьям. Ладно, с болотом разобрались, но почему все объекты находятся в полуразрушенном состоянии? Блин, что за вопрос? Тут все просто. Бомбардировка. Но я скажу вам нет. Почему же нет? Если бы это была бомбардировка, то у нее были бы цели. Какие? Встает наверняка ответ. Ну, наверное, зачистка местности. От кого? Правильно, от зомби. Но тут выходит несколько вопросов. Ну, во-первых, хоть дома и находятся в разрушенном состоянии, но не полностью. Была бы бомбардировка, от домов остался бы только пух и прах. Ну и, конечно же, а где, собственно, кратеры? Ну, вы, наверное, и скажете. Но постой, на данной локации есть даже дома, которые полностью снесены до фундамента. Ну, а я вам скажу. В описании говорится «обгоревшие руины». Ну, то есть некоторые дома могли просто сжечь. А одно из зданий, которое снесено до фундамента, уж больно похоже на деревянное. Да и по своим размерам это никакой не жилой дом, а какой-то сарай. Ну а то, что из белого кирпича, по всей видимости, был разобран вручную, возможно, с помощью техники. Для чего же? А я вам скажу в дальнейшем. На данной локации есть лужи, причем довольно в большом количестве. Они, по всей видимости, появились как естественным, что также намекает на то, что тут болото, так и искусственным, то есть разливание из бочки. Откуда же они там? Ну, деревня Чайки располагается по соседству с промышленным объектом, заводом Малиновки. И можно предположить, что завод таким вот грязным методом избавлялся от химикатов. Ведь даже на карте видно, что дороги там просто убогие, что следует из того, что деревня Чайки никакой не крупный объект, какая-то простая залупа посреди леса, на которой не обращают внимания. Я бы еще мог сказать, что на присутствие военных намекают трупы в зеленой форме, но до меня доперло, что это просто шаблонные трупы. Они появляются абсолютно в любой локации. Также на данной локации разбросаны разные бочки, да не простые, красные бочки, особенные. И не только потому, что возле них спавнится лут, а заодно они могут вас заражать. Чем же? Зомби-вирусом. Да-да, в этих бочках содержится то самое биологическое оружие, которое и превратило всех жителей острова в зомби. Если вы будете стоять возле этих бочек, то вы потихоньку начнете заболевать. Горы трупов. Вы, наверное, подумаете, ну, горы трупов зомби. Но это не зомби, потому что у мертвецов и всех зараженных более бледный оттенок кожи. Здесь же он ярко выражен, как у обычных людей и у наших главных героев. А это значит, это обыкновенные люди. Да и ранения у них располагаются в области головы и туловища.
но никак не на конечностях, куда зомби должны лезть в первую очередь. Значит, этих людей просто расстреляли военные. Возможно, это простой неудачный эксперимент, или же устранить свидетелей. Также я могу сказать, что на данной локации располагается огромное количество разного военного лута, а именно брезент и проволока. Из них военные и ученые могли собирать палатки, разные склады и мобильные лаборатории, также запасы еды. В основном тут встречаются сухпайки, армейские тушенки, банки фасоли, ну и гражданская еда. Большое количество патронов, сигнальные шашки, ну и приспособления, с помощью которых они ограждали местность, а именно колючая проволока и мины. Также редко там можно найти и дрона, например, для слежки местности за жителями или охраной пограничных территорий. Я думаю, что вы и так знаете, что на данной территории можно найти дробовик БК-43, его обрез и основное охотничье ружье. И понятно, что она может находиться в руках любого гражданского. Но вот БК-133 явно завезли американцы или же западные силы. Ведь БК-133 или же Ремингтон – это американское помповое ружье. Ну а теперь к бочкам. Ну вы, наверное, мне и скажете: ну да, там биологическое оружие, которое превращает людей в зомби. Но постойте, она дает эффект заражения. Такой же эффект есть на еще одной локации. На территории локации военной лаборатории есть одноименная подлокация. Заходя туда внутрь, мы получаем тот же самый эффект. Но тут уже и тупой поймет, что биологическое оружие и разрабатывалось в этой лаборатории. И при входе мы видим, что там располагается лифтовая шахта, а это значит, это целый комплекс, возможно, как муравейник из «Обителя зла», где внизу целые этажи лабораторий. Но почему же это биологическое оружие находится в чайках? А у меня есть теория. Данный вирус решили протестировать на каком-нибудь населенном пункте. В данном случае это чайки. Неприметчивая деревушка вдали от цивилизации. То, что это захолустье, намекает состояние дорог. Не в основной локации, а на карте. Вблизи нее разве что заводы, по типу Малиновки. Но эксперименты они пока не проводили, а собирались их делать. Уже привезли оборудование, образцы, пришли ученые и военные. Начали сносить техникой дома, которые мешали. Жители негодули, но на них всех было насрать. И тут произошла утечка. Какой-то из жителей, ученый или же военный заразился и начал распространять инфекцию. Военные поняли, что дело пахнет жареным, и поэтому начали зачистку местности при помощи, нет, не самолетов, а своими собственными руками. Огнемет, свинцовый дождь, гранаты и тому подобное. Нужно было тут все замять, и поэтому ликвидировали свидетелей, жителей деревни, которые не обратились. Ну, как мы поняли, они не смогли сдержать натиск. Но где же их оборудование, оружие и снаряжение? Возможно, военные, а именно последние из них эвакуировались, забрав все с собой. Ну или же они сдержали натиск и огородили местность, и хотели ее законсервировать. Но, видимо, что-то пошло не так. Можно построить еще одну теорию, например, то, что руководство заводов сливало разные химикаты возле чаек. Один из жителей заразился, начал распространять инфекцию, ученые заметили это, но вы поняли. Вот что мы узнали из видеоролика. Хотя я мог не растягивать так видео, рассказывая все вкратце и без обсуждения. Ну ладно, насрать. Ну а на этом все. Можете писать свои собственные теории, предложения для будущих видеороликов. Заходите в наш Discord. А на этом все. Всем удачи и пока.